Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня буду готовить простой, быстрый, вкусный закусочный пирог из теста фила. К праздникам купили много всяческих мясных нарезок, а съели не все. Срок годности подходит к концу, и этот пирог – отличный способ использовать все эти продукты для начинки пирога. У меня 400 грамм готового теста фила. Тесто 14 листов. Я его разморозила. Пирог буду собирать на противне, застеленным пергаментом. Пергамент ничем не смазывала, он у меня хорошего качества. Список продуктов, которые я использовала для приготовления пирога, оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Кладу в деко первый лист теста. Остальное тесто пока накрываю влажным полотенцем. Смазываю растопленным сливочным маслом. Всего на смазывание теста у меня ушло примерно 100 грамм сливочного масла. Теперь кладу нарезку ветчины. Ее 100 грамм. Сверху накрываю листом теста и разравниваю. Лист смазываю маслом не полностью, а только края. Смазываю тонким слоем крем-сыра. Жирность сыра 60%. На пирог у меня ушла упаковка крем-сыра весом 175 грамм. Кладу помидоры, нарезанные кольцами. Помидоры небольшого размера. На пирог ушло 14 штук. Вес помидоров примерно 500 грамм. На слой кладу 7 нарезанных помидоров. Посыпаю итальянскими травами по вкусу. Сверху накрываю листом теста, разравниваю и смазываю маслом края теста. Кладу нарезку бекона, ее 120 грамм. Накрываю следующим листом теста и смазываю весь лист растопленным сливочным маслом. Смазываю тонким слоем крем-сыра. Можно сверху посыпать зеленью, например, петрушкой. Я посыпаю сыр итальянскими травами. Этот лист теста я просто смазываю сливочным маслом. Сверху положила 6-й лист теста и его также смазываю маслом. Кладу нарезку сыровяленой колбасы. Ее вес 80 грамм. И если вам нравится это видео, то ставьте пальчик вверх и напишите свое мнение о рецепте. Поделитесь видео с друзьями. Вы этим поможете развитию канала. 7-й лист теста я смазала маслом и тонким слоем крем-сыра. Крем-сыр ушел весь. Сверху кладу 7 нарезанных кольцами помидоров. Накрываю листом теста, разравниваю и полностью смазываю маслом. Накрываю следующим листом теста и также смазываю маслом. С 10-м листом процедуру повторяю. И кладу нарезку грудинки. Вес нарезки 120 грамм. На 11-й лист теста, смазанного сливочным маслом, кладу 120 грамм тертого голландского сыра. И накрываю следующим листом теста. Пока собираю пирог, у меня греется духовка. Температуру я установила 220 градусов. Несколько листов теста в этом пироге я просто уложила друг на друга, смазав их растопленным сливочным маслом. 14-й лист теста смазываю яйцом.
и посыпаю смесью белого и черного кунжута по вкусу. Температуру в духовке снижаю и выпекаю пирог при температуре 180 градусов в режиме вверх-вниз примерно 30-35 минут до золотистой корочки. Мой пирог выпекался 35 минут. Готовому пирогу даю немного остыть и переложу его на доску. Вот такой вкусный и сытный закусочный пирог у меня получился. Отрежу кусок пирога, чтобы показать вам. На доске показать пирог вблизи не получится. Тесто тонкое и хрустящее. Пирог отлично пропекся. Начинки много, и она весьма разнообразна. Я использовала для начинки продукты, у которых заканчивался срок годности. Вы можете приготовить пирог с любой начинкой по вашему вкусу. Совсем не обязательно готовить пирог со всеми этими начинками сразу. Мои мужчины любят закусочные пироги из теста фила, а мне нравится печь пироги из готового теста, так как на их приготовление не требуется много времени. Этот пирог всем домашним понравился, хоть он и получился калорийным. Приготовьте и вы такой закусочный пирог, он вам понравится. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А я на этом с вами прощаюсь, желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!